Вы всерьез думаете, что я, Сталик Ханкишиев, не могу вам предложить что-нибудь новое из шашлыка? Хе-хе. Я же много путешествую, много учусь. Несколько лет назад я был в Турции. Вот не в туристическом Стамбуле, не в Анталии на пляжу, а в городе Газиантеп, где вот недавно случилось землетрясение. И там мне встретились замечательные кулинары, замечательные повара. Вообще город Газиантеп такой очень, очень вкусный город. Вот честное слово, вкусный. И там я научился готовить шашлык, рецептами которого сегодня с вами поделюсь. Знаете, у меня здесь от предыдущего блюда осталось сверхроскошное мясо. Это поясничная часть филе барашка. Это такое мясо, которое не требует вообще никакого маринада. Никакого тебе лука, никакого тебе уксуса, ничего. А это вообще, вот, ну, это какое-то байство, ханство, не знаю, что еще. Но я же Ханкишиев. Значит, баранья вырезка. Это мясо вот просто нарежь, посоли. Ну, если хочешь, можешь перцем чуть-чуть так посыпать и все. И кушай, не обляпайся. Буду резать крупными кусками. Не буду нарезать мелко, тем более, что я знаю, для чего мне это мясо. А вы пока что нет. Пока я снимаю с него вот эту грубую пленку, эта вот пленка, она супер пойдет в шурпу, здесь сплошной коллаген. А в шашлык ее нельзя. Либо сразу каждому едоку по 6 зубочисток выдавай. По 32 зубочистки. Чтобы на каждый зуб по зубочистке. Значит, пока что вот о чем поговорим. Есть такая профессия, называется фуд-стилист. Вот все, что вы видите, касается то, что еды в рекламе, вот это все они делают. Там кусочек мяса, потом болгарский перец, потом помидорка, потом лук там и так далее. Ну им откуда знать, что все эти продукты готовятся по-разному? Они все готовятся в разное время. Ну да, картинка получается веселенькая. Да, но им только этого и надо. А люди посмотрят и думают: о, по телевизору показывали, значит, я тоже так сделаю, и у меня получится хорошо. В результате что-то там горелое, что-то недогорелое. Значит, еще раз, ножом прорезаем до пленки, пленку не разрезаем. Дальше нож вправо и поехали. Вот так. Смотрите, какие кусочки мяса. Это, знаете, когда чай будете пить, мне шоколад не давайте, мне вот эти вот кусочки мяса дайте, и все. Я поем. Вот. Это будет шашлык, так шашлык. А в Газиантепе там не фуд-стилисты. Там люди, которые знают цену местным продуктам. Знают, когда что готовить. И вот этот шашлык, который мы с вами сегодня будем готовить, можно приготовить только в мае месяце. Знаете почему? Потому что только в мае месяце бывает вот такой молодой чеснок. Попадется вам еще моложе, прям вот с зеленым стеблем, берите. Берите, прям вот такой вот совсем молодой. Это тоже пойдет, ничего, хороший. Вот. А еще вам понадобится мушмулла. Вот это мушмулла. Мушмулла. Слушайте, слово какое. Мушмулла. Мушмулла. Вкусное слово. Если вы думаете, что вот эти вот, не знаю, как их называть, фрукты, ягоды тоже вкусные, то вы ошибаетесь. Но шашлыком, мама дорогая, это фантастика, как вкусно. Как приспособить чеснок в шашлык? Это на шурпу. Вот это на шурпу. Как приспособить мушмуллу в шашлык? Вы все узнаете сейчас от меня, от Сталика Ханкишиева. Кусочки мяса сюда. Посолите. Солите нормальное мясо. Вот некоторые, начинают они там вот соль вредно, то вредно. Сколько лет вы прожить собираетесь? 200? 300? Сколько лет вы хотите прожить? При этом все время питаться невкусным, не соленым, не жирным, не острым, да? Скажите, пожалуйста, нафиг такая жизнь? А? Кому нужна такая жизнь? Без перца, без кусочка такого текущего и золотистого курдючка. В конце концов, вот без хорошего фарша на люля-кебаб. Что за жизнь? Смотрите, какой фарш. Видите?
100 раз вам показывал, как делать фарш на люля-кебаб, чтобы у вас ничего не падало. Но сегодня тут такой шашлык, что тут ни у кого не упадет. Ни у меня, ни у вас, ни у кого не упадет. Смотрите внимательно, все самое интересное только начинается. Перца достаточно. Нет, можно еще. А перец вот посмотрите поближе, посмотрите поближе. Нужно, чтобы вот он покрупнее сыпался перец. Не надо, чтобы слишком мелкий, чтобы вот мелкий в пыль, он обгорит, сгорит. Не надо. А вот такой вот он даст то, что надо. Вот этот перец. О. Смотрите, значит, там, говорит, мариновать, сколько по времени мариновать. Да нисколько по времени мариновать не надо. Вот соль уже растаяла на поверхности мяса. Вы видите здесь крошки соли? Нет? Не видите? Все, нет ее. Она уже растаяла. Она вот, поверхность мяса уже просоленная. Все, достаточно. Значит, теперь... Даже жалко показывать такой секрет. Все настолько просто, но настолько круто. Режем чеснок строго напополам. 2 половинки. Давайте еще один. Шампуры возьмите тонкие. У меня есть такие крепкие, мощные шампуры. Такие, знаете, там военные прям шампуры. А вот надо взять потоньше. Потоньше. Вот такие вот. Они вот, видите, они хлипкие, копейки стоят. Ну, такие вот недорогие шампуры. Кто-то там для рекламы приносил. И вот шампур. Протыкаете чеснок шампуром. Ага. Гнется на ходу. Видите, да? Чеснок нормально так, нормально, хорошо протыкается. И теперь сюда вот между следующим кусочком чеснока и этим вот первым можно нанизать кусочек мяса. Вот так. И теперь вот о чем я хотел с вами поговорить. Ну, вы наверняка тоже, поддавшись вот этим уловкам фуд-стилистов, которые работают в рекламе, когда-то пробовали насадить на шампур лук и пожарить его, да? И он темнеет, конечно, в первую очередь. Прям вообще там вот чернеет даже, можно сказать. Почему? Сейчас объясню. Дело в том, что в луке довольно много сахаров. Именно так. Не сахара, а сахара. Группа химических элементов. И эти самые сахара и темнеют очень быстро. Но в чесноке сахаров еще больше. Помимо вот этих ароматических веществ, которые создают вот этот вот уникальный волшебный запах, после которого девушки целоваться не хотят. Капризные такие. Да? В нем сахара больше всех. Поэтому он почернеет раньше, чем мясо покраснеет. Но вы из-за этого не расстраивайтесь. Это вообще нормально. Нормально. Тем более, что я вам покажу секрет, как потом побороть эту черноту. Ну, где этот жиденький шампурчик? Еще один. Выйдет пара палочек с чесноком. И я буду давать этот шашлык только тем, кто себя хорошо ведет. Потому что мне он самому нравится. И еще имейте в виду, что со старым чесноком, ну, вот такой, который вот там уже, как положено, вызрел, этот номер не пройдет, не получится ничего. Не получится. Нужен именно молодой чеснок. Поэтому именно сейчас, пока месяц май, и хорошо, что у нас Россия большая, это не Турция. В Турции молодой чеснок бывает 2 недели в году. А у нас, хочешь, вот он в апреле был, потому что из Турции привозили. Потом из Азербайджана привезут. Потом Краснодарский край подтянется. В общем, Дагестан. Там тоже знатный чеснок растет. Кажется, вот это дагестанский есть. Но если говорить про столицу чеснока в России, то это Чечня. О, в Чечне, в Ингушетии там без чеснока вообще мясо не едят. Поэтому, слушайте, а давайте назовем этот шашлык чечено-ингушским. А? Пусть будет чечено-ингушский шашлык. Потому что чеченцам и ингушам это понравится, и нам тоже. Нам всем тоже понравится. Ну, а этот чеснок что, так пожарить, что ли? Не надо. Смотрите. Берем фарш. Ну, фарш точно такой, как на люля-кебаб. Я это столько раз показывал, что еще раз показывать уже просто неудобно. Берем комочек фарша, небольшой, вот такой. Лепим из него, ну что там, как это назвать? Котлетку, не котлетку.
И его прямо через шампур и вот сюда, между кусочками чеснока. Понимаете, фарш будет держаться и за этот чеснок, и за этот чеснок, и никуда не упадет. Вот прямо для неумеек, для тех, кто не умеет готовить люля-кебаб, у кого он постоянно падает, вот это вот отличный способ. Раз, и обняли кусочком мяса, кусочком фарша, чесночок. Но чеснок при этом должен оставаться открытым, он не должен там закопаться в фарше. Нет, ни в коем случае. Скажите, пожалуйста, вы уже поняли, что будет происходить дальше, да, вот со всеми этими остальными замечательными продуктами, например, вот с баклажанами. Вот баклажаны еще моложе этих бывают, потоньше, да, вот они лучше подойдут. Ну и с такими тоже все получится неплохо. Значит, нарезаем баклажаны вот такими шайбами и поехали. Вперед! Баклажанчик, чуть-чуть соли на баклажан, вот именно на сам баклажан. Руку намочить. Комочек фарша. Вот такой вот, с небольшую тефтелинку. Все понятно. Все очень просто. Предельно просто. И поджимаем так, чтобы баклажаны и фарш приняли примерно одну форму. Понимаете, здесь же все регулируется. Вот ближе, дальше, ближе, дальше. Фарша меньше, фарша больше. Как хочешь. Пришел уважаемый гость. О, давай фарша побольше. А пришел так, ладно. Пусть баклажаны ест. Хотя на самом деле баклажаны очень вкусные. В Турции, вот в этом самом Газиантепе, я видел, как одна молодая женщина взяла и ела сырой баклажан. Вы можете себе представить такого? Я нет. А она ела. И ничего. Я обещал вам, что шашлык будет сегодня весь новый, да, что вы такого не пробовали, не ели. Но между тем, вот такой шашлык из баклажана и фарша уже есть в моей книге, которая называется «Мангал», которую можно заказать на сайте stalik.ru. Да еще и, пожалуйста, с моим автографом. Посмотрите, красота! Хо-хо. Придется наискосок ставить, так не поместится. Но ничего страшного, зато вкусно. Вот дошло дело до мушмуллы. Мушмулла. Ее, кажется, вот так надо нарезать. Надрезать. Внутри нее косточка. Видали? Даже не одна косточка, а несколько косточек. Их убрать, разумеется. Но внутрь мушмулы я бы фарш не клал. Нет. Во-первых, они там в Турции так не делают. А во-вторых, не пропечется там этот фарш. Потому что мушмула будет очень долго готовиться. Очень плохо будет пропускать тепло. Но там внутри не пропечется. Ну, помидор, он и есть помидор, да? Турецкий, азербайджанский, узбекский. Хоть откуда бы он ни был. Насаживай его вот так вот на шампуры. Просто испеки. И это будет очень красиво и очень аппетитно и очень вкусно. Понимаете, все-таки шашлык – это особое блюдо. Первое, что испытывает человек, когда его приглашают на шашлык – это радость, хорошее настроение. Желательно, чтобы погода была солнечная. Я вот всем своим покупателям книг пишу, говорю, желаю много-много солнечных дней. А мне, видите, сегодня дождик идет. Потом, помимо хорошего настроения, первое, что ощущает человек – это запах. Там, не знаю, уголек разгорается, шашлык начинает готовиться, дымить. Ну, глаза, зрение. Человек смотрит на шашлык, и душа его радуется. Уже потом, не знаю, там, кто губами его ощущает, кто сначала руками. Я, например, руками снимаю кусочек мяса, потрогаю его. И уже тоже вот испытываю большое удовольствие от того, какой шашлык получился. В меру упругий, в меру мягкий. Но шашлык – это еще и блюдо, которым можно удивлять бесконечно. В этом самом Газиантепе, о котором я вам только что рассказывал, там растут уникально вкусные фисташки. Они вот, кто знает, как в Узбекистане, Таджикистане, не крупные. Не вот эти, как там в Калифорнии или в Иране, такие крупные, здоровые фисташки, а небольшие, мелкие, но уникально вкусные. Значит, они готовят люля-кебаб и добавляют в фарш эти самые фисташки. Вот они, видите? Фисташки.
красный перчик. Пул-бибер, турки говорят. Вот, посмотрите. Может быть что-нибудь красивее? Может быть что-нибудь прекраснее, что ли? Да где вы это видели? Вы что? Вот в гамбургер фисташки добавляют? А? Нет, не добавляют. А в люля-кебаб, пожалуйста. Руки в теплой воде. Примерно 120 грамм на шампур. Вот если говорить о ширине моего мангала. Фарш должен быть холодный. Всегда я это учу. Он прям вот... А у меня сейчас он такой текущий фарш. Поэтому распределяйте в длину побольше. Делаем более плоским. Кончики потоньше, чтобы вот здесь вот присох фарш как можно скорее. Отсюда все начинается. Если люля-кебаб хочет упасть, то он начинает падать отсюда. А? Ну, посмотрим. Ну вот, пока нанизывали, пока разговаривали, как раз и уголь разгорелся. Уголь разгорелся, и первым делом, пока уголь очень горячий, надо поставить те кусочки мяса, где есть фарш. Потому что фарш должен как следует схватиться, чтобы белок прихватился. И надеюсь, что все получится хорошо. Хотя вот такой люля-кебаб с фисташками я готовлю в первый раз. Все для вас, все для вас. Обмахнуть, нагнать кислороду, чтобы угольки повеселее, поярче, чтобы прихватило как можно скорее фарш. Ага, побелел, чудесненько. Знаете, даже уже вот и запах пошел. Пошел уже такой запах жареного мяса. Хотя еще и далеко до готовности. Я об этом говорил уже много раз, но у меня на канале много новых подписчиков. Значит, белок мясного фарша ведет себя точно так же, как яичный белок. В сыром виде это текущая вещь, жидкая. И как только мы его нагреваем, белковая молекула, она окружена, как правило, водой. Вот эта вот вода испаряется, белковые молекулы соединяются друг с другом, и вот он твердеет. Понимаете? Яичный белок, когда вы варите яйцо, либо жарите яйцо, он же белеет и становится более-менее твердым. Было жидкое тело, стало твердое. То же самое происходит здесь, когда мы жарим мясо. Хорошо. Хорошо. Переворачиваем почаще. Теперь уголь можно растянуть чуть подальше, потому что там у нас все такое очень толстое и будет готовиться довольно долго. Видите, у меня уголь только по периметру, это жаркий уголь довольно. Здесь очень жарко, вот мясо же жарится. Все хорошо, все в порядке. И по мере того, как я его растягиваю по мангалу, густо лежит, значит более жарко. Ну все понятно же, господи, что я объясняю. Опа! Опа! Как хорошо, что я подошел и перевернул. О! Какой-то уголек здесь дает жару. О! Пошло дело! Помидорки вот как. Вот здесь вот рядом пока поставим, пускай греются. Не знаю, 500 раз говорил или сколько, или 1000 раз говорил, что чем лучше мясо, тем меньше его надо жарить. Поэтому вот эта замечательная баранина отправляется на мангал последней. В то время, когда люля-кебаб уже того гляди будет готов. И вот эти замечательные с начинками, так сказать, с мышмулой, с чесноком, все тоже, вот они сейчас уже начнут краснеть. А этот только поставили. А готово все будет одновременно. Вообще вы понимаете, для чего здесь чеснок, да? Он здесь вот ровно для того волшебного запаха, который вы, к сожалению, через экран почувствовать не можете. Но я точно знаю, что вы у меня, ребята, очень такие нормальные, умные, и вы так сделаете. А вот у меня тимьян. Купили много. И он лежал, чуть-чуть вот так его разложили на газетке. Дали ему полежать. И он не сухой, вот он такой вот вялый, вяленый тимьян. И пусть он вот здесь сейчас попадет даже в угольки. Какой-то, если из них попадет в угольки, то это получится прямо очень хорошо. Понимаете, что вот эти кебабы, которые вот такую толщину имеют, и вот еще баклажан, он рыхлый.
Медленно сквозь него тепло проходит. Мушмула вообще внутри пустая, понимаете, как термос. Все это должно стоять на мангале довольно долго. Никуда не торопясь, так спокойненько. А вот эти вот веточки, что остались, мы вот сюда вот. И сейчас пойдет дым. Смотрите, какой дым. Турция. Море Средиземное. Там вот и розмарин тоже. И розмаринчик тоже, пускай. Вот эти вот их листики, иголочки. Туда, вниз, в угольки. Пусть обдаст ароматом. Потом это стряхнул и кушай. О. Если вы думаете, что вот мы сейчас все это вот у нас уже почти что готово, сядем и начнем лопать, вот вместе с нашей самой лучшей съемочной группой, то вы сильно ошибаетесь. Не такой человек Сталик, чтобы операторам сразу кушать дать. Я сейчас еще поиздеваюсь над вами, над операторами. Вы сейчас увидите такое, чего никогда в жизни не видели. Так шашлык не готовит никто. А я готовлю. Я и в Газиантепе. Люля-кебаб с фисташками, с красным перчиком готовый. Вот это только подогреть осталось. Да? Перед подачей подогреем. А вот это все чесночное хозяйство требует еще одного этапа приготовления. Такого этапа приготовления, от которого вы просто обалдеете. Вот этому мясу еще можно поготовиться. И прекрасно. Вы сейчас увидите, как оно будет готовиться. А весь этот чеснок... Красота. Он уже мягкий такой, знаете, как почти что как вот из плова достаешь чеснок. Идите сюда, посмотрите, какой люля-кебаб. Это все снимаем в сотейничек, либо в небольшую кастрюлю. Можно обычно вот даже жестяную миску можно взять и снять все туда. Мясо еще нет, еще не готово. Сейчас покажу, что насколько оно еще не готово. Посмотрите. Берем ножичек и таким дедовским методом проверяем. Говорю, не готово, а? Совести у меня нет, говорю, не готово. Вот это самая лучшая спелость мяса. Но в Турции такое не едят, а я ем. Чтобы из этого шашлыка получилось то, как едят в Турции. Привет, Шампур. Да ему уже лет 15 на самом деле. Чтобы получился из шашлыка такой, как едят в Турции, сейчас это все вот сюда. Нужна будет крышка. Собираем уголь в кучку. Сильный жар. То, что я сейчас сделаю, возмутит специалистов. Но те, кто мне верят, те, кто знает, что дядь Сталик ерунды не посоветует, те проверят этот способ. Ставим прямо на уголь сковородочку. Она должна закипеть. И вот это все должно попариться. Чеснок вместе с мясом. Понимаете, от того, что вот эти огромные кусманы чеснока сейчас приготовились рядом с мясом, рядом с фаршем, что от этого досталось мясу? Ничего. А вот сейчас здесь вот пар, вода, кипение бурное будет. И мясо приобретет вкус печеного чеснока. Поняли? Книга-видеобук составлена по лучшим рецептам моего канала на Ютубе. Все мои книги напечатаны с наивысшим качеством. Иллюстрации очень хорошие. А эта книга может стать пособием для создания семейного меню. Здесь рассказано именно о тех блюдах, заготовках, вареньях, десертах, которые не сходят с нашего стола круглый год. Для блюд марокканской кухни понадобятся те же самые продукты и специи, что есть и у нас. Но блюда и вкусы очень необычные, абсолютно новые. И про шашлык я могу рассказать столько нового, столько необычного, что вы будете удивлены. Да и в казане можно готовить не только плов. Казан – это настоящий рояль на кухне. Подробнейший самоучитель, как готовить в казане, как готовить вообще. Если вы все еще спорите о приготовлении плова, а кое-кто из ваших друзей знает единственный верный рецепт, открывайте эту книгу. Здесь десятки рецептов и подробнейшее кулинарное исследование. Книги можно заказать с автографом, за исключением вот этих малюток, потому что они на моющейся бумаге.
Вот он, вот заветный миг, которого обычно все так ждут. Ох, в моем золотом детстве вы бы знали, с каким нетерпением я приседал возле мангала, вставал, потягивался. Когда же будет готово это чудо? Шашлык. Эх. Ну-ка. Как здесь у нас? О, красота. Красота. Только я хотел спросить у вас, а вот как вы думаете, чеснок этот тоже будем подавать вместе с шашлыком? Не помню, как было в Турции. Запамятовал. Вот так, по кусочку мяса с каждой стороны. По чесночку с каждой стороны. Ох, какая проблема у всех кулинаров. Не передает ни фотокамера, ни видеокамера запах. Вы только можете себе представить, да? Вот представьте, а потом умножайте на 10. И вот будет правда. Потому что это очень, очень круто. Потому что это очень вкусно. Я щипцами беру и чувствую, какой этот люля-кебаб внутри сочный. Вы тоже, когда приготовите, будете брать щипцами, и вы поймете меня. Сейчас пока нет, вы не понимаете. Не, откуда? Как вы можете понять, если вы не готовили такого, а? Шучу, конечно. Шучу, подзадориваю. Потому что весь смысл моей работы состоит в том, чтобы сделать вашу жизнь чуточку вкуснее, чуточку интереснее. Ребят, кулинария может подарить так много радости. И мне так приятно делиться этой радостью с вами. Я бы каждый день делился, но вы столько смотреть не сможете. Поэтому те, кто до сих пор не подписался на мой канал, ну я вот опять, вот видите, как блогер разговариваю. Подпишитесь на мой канал, а то пропустите что-нибудь самое интересное. Хотите, подписывайтесь, не хотите, не подписывайтесь. Куда вы денетесь? Когда захотите покушать что-нибудь вкусненькое, я Сталик Ханкишиев. Для некоторых, очень для некоторых, просто Сталик. Для большинства из вас уже Сталик Гусейнович. Потому что раньше в моем возрасте на пенсию уходили. А теперь ко мне обращаются: молодой человек, молодой человек. Конечно, молодой. Смотрите, что я кушаю. Я кушаю вот такой кебаб. И это все означает силу, молодость и красоту. О, этот-то как его? Баклажанчик, смотрите какой. Тает на ходу. Ну и самое интересное. Мне некоторые люди говорят, как люля-кебаб снимать. Вот он, когда его снимаешь, он это самое ломается. Не так, в общем. Что-то там не так у людей получается. Объясняю, показываю. Люля-кебаба мало. На всех не хватит. Поэтому нарезаю вот такими кусочками. И все. Вот. Полностью пропеченные. По-турецки все сделано. Дорогие друзья, вы же знаете, да, знаете, чего я хочу вам пожелать. Я хочу вам пожелать всем, ну просто вот всем людям, кто смотрит мой канал, всем людям вообще на земле. Я хочу пожелать большого счастья, большой радости. Будете вы готовить такой шашлык, не такой шашлык. Самое главное, простая яичница тоже может доставить удовольствие. Особенно, если ты кушаешь не один. Особенно, если ты пригласил друзей. Либо ты пригласил людей старше тебя по возрасту, которые уже не могут себе, может быть, позволить такое блюдо. Могли бы, но что они будут для себя, для одного, либо для двоих готовить? Приготовьте. Соберите детей ваших, позовите стариков. Вот так поставьте на стол. Или на руках держите, ладно. На руках даже лучше. На руках держите и говорите: приятного вам аппетита!